Всем привет! Ну что, вот и пришло внеочередное повышение цен на всю линейку АвтоВАЗа. Кто руководит этим парадом цен, теперь понятно. Если раньше человек раздумывал над покупкой Лады за 1 миллион и кривился, то теперь за Весту дилер просит от 1,5 до 2 миллионов рублей. Вы могли себе такое вообще представить? Почему такой разнобой? Все зависит от жадности представителей того или иного автосалона. Кто адекватен, накинул немного. Кто сильно жадный и боится, что доллар улетит за 200, жжет по полной. В условиях ухода с российского рынка практически всех автомобильных брендов они считают это нормальным. Дилеры рады стараться и самовольно начали повышать цены на автомобили еще на прошлой неделе, не дожидаясь перерегистрации рекомендованных производителями прайс-листов. Но именно АвтоВАЗ одним из первых изменил официальные цены, и именно Лады здесь наиболее показательны, ведь это самый популярный бренд на территории России. Нынешнее повышение стоимости отечественного автопрома оказалось самым значительным за все время. С 1 марта Лада Гранта накинула на свой ценник 86 тысяч деревянных. Теперь новый автомобиль можно будет купить от 685 тысяч рублей. Веста же подорожала минимум на 200 тысяч. И теперь седан кое-где стоит за 1,5 миллиона. Но люди сообщают о ценах 2 и даже 2,5 миллиона рублей. Лезть в эту мясорубку цен не имеет смысла. Вы только поощряете подобный беспредел. X-Trail стал дороже на 180 тысяч, и за 1 миллион 100 тысяч сейчас есть варианты. В лидерах подорожания Ларгусы. Сразу 250 000 к наценке, и теперь универсал продается за 1 миллион 200 тысяч. Нивы по сравнению с Ларгусом прибавили не так значительно, в зависимости от комплектации от 80 тысяч до 125 тысяч рублей к ценнику. Больше всего подорожала из Нив Нива Travel. Повышение цен сделал сам АвтоВАЗ. Но дилеры могут прибавлять еще к прайсу 10, а то и 20%, поэтому нужно быть готовым к подобным повышениям. Многие комплектующие при сборке Лад поставлялись из Европы. В условиях тотальных санкций сборка новых машин может временно приостановиться. На какой период? Пока неизвестно. Увеличение цен – это ответ АвтоВАЗа на сложившуюся кризисную ситуацию. В ближайшие недели заводу придется строить новые логистические цепочки и пытаться свести к минимуму возможные остановки конвейера. Естественно, дефицит порождает рост цен и повышение стоимости отечественных машин. Бежать ли покупать их по заоблачным ценникам – решать вам. Но имейте в виду, из-за паники ценники могут взвинтить еще больше. На этом все. Если новость была полезна, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Мы следим за ценниками на автопром и при изменениях вновь оповестим вас в видео. Всем пока!